Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я к вам с чизкейком. Или, как говорят в Израиле, угат гвина. Самый популярный пирог в Израиле именно этот. Делается на основе творожной массы. Не совсем творожной массы. Я объясню дальше в видео, что сюда мы кладем. Очень просто делается. И если выполнять маленькие какие-то вот нюансы, о которых я буду рассказывать, у вас получится он вот такой вот ровненький, красивый, вкусный и ароматный. По большому счету здесь всего лишь минут 20 всего вашего участия, даже иногда 15, когда уже знаешь, что делаешь, на автомате, что называется. Ну 20 минут. Все смешать, печенье растолочь со сливочным маслом, смешать, подготовить форму и поставить в духовку. Все остальное время за вас сделает духовка. Основной ингредиент, который вот я использую, в Израиле называется гвина лавана. На что это похоже? Это такой вот мягкий творожок, именно творожок. Вот, по-моему, у вас есть это в России продается или в Актиме, или в Простоквашино, может быть, других каких-то других фирмах. Именно вот творожок, не творог. Он вот прям мягкий-мягкий, как вот растишка, только без добавок, без сахара. Вкус абсолютно нейтральный. Также вместо такого творожка вот мягкого можно взять рикотту. Потому что мы все равно будем взбивать. Но обычный творог сюда не подойдет. Будет грубое. И это уже не будет чизкейк, это будет запеканка. А мы сегодня готовим чизкейк. Первое, что я сделала, отделила белки от желтков. И сейчас взбиваю сначала белки. Начинаю взбивать с щепоткой соли. Через минуту добавляю полстакана сахара или примерно 100 граммов. Всего сахара у меня будет 200 граммов. У меня взбивались белки вот ровно 6 минут. И вот до таких вот устойчивых пиков нужно их взбить. Все, белки готовы, белки взбиты. Теперь все соединяю вот в другой чашке, где у меня здесь желтки. 4 яйца, то есть 4 желтка, 2 пакетика ванилина, сахар оставшийся, который вот был, и взбиваю буквально 20-10 секунд, просто смешать. 600 граммов творожка или рикотты, если у вас 500 граммов, тоже под все эти ингредиенты, вот 500-600 граммов творожка этого подходит. 200 граммов сметаны, у меня 15%, но лучше сюда брать сметану пожирнее, просто у меня не было сегодня, но 15% тоже подойдет, поэтому ничего страшного. И опять же, вот буквально 10 секунд только смешать, не надо ничего перебивать. И теперь сухие продукты. Что из сухого у меня здесь? 4 ложки кукурузного крахмала и 2 столовых ложки муки, обычной белой муки. Если у кого-то нет, кстати, миксера, то венчиком это тоже можно запросто все сделать. Единственное, что белки, конечно, очень тяжело в стабильную массу взбить венчиком. И опять соединяю пару секунд. И остался пудинг. Я беру вот одну пачку ванильного пудинга. Пудинг здесь тоже стабилизирует, и он как бы здесь выступает тоже вот как вместо муки. Я беру полностью целую пачку, 80 граммов ванильного пудинга. И смешиваю. И осталось ввести белки. Белки ввожу потихоньку. То есть вот не сразу все белки нужно вводить. И белки лучше не взбивать миксером. Вот самое лучшее это вот такой вот лопаточкой просто-напросто перемешивать, чтобы собрать все, что есть на дне, по бокам. Просто хорошо вмешать белки. Тогда они будут более стабильные. Вернее, не белки, я оговорилась, будут более стабильные, а тесто будет более стабильное. Хорошо, вот перемешиваю и отставляю в сторону. Теперь печенье. 200 граммов печенья. Вот можно взять галетное печенье, Мария или еще какое-то там печенье взять, которое вам нравится. Можно даже сюда имбирное взять, вот в печенье лотус. Но лотус, как бы будьте внимательны, что дает определенный вкус, там ярко выраженный вкус у печенья. У этого печенья вкус более нейтральный. Превратить в крошку печенье с помощью блендера быстрее даже. Теперь вливаю 100 граммов растопленного сливочного масла. Хорошо вот так вот перемешиваю все. И это будет наша основа. Все
Все, теперь собираем. И есть вот пара моментов, на которые я вам хочу вот прям обратить внимание. У меня разъемная форма 24 сантиметра. Вниз мы делаем в основу из крошки с печеньем. Сейчас я уже включила разогреваться духовку на 180 градусов вверх-вниз. Положила основу, и теперь мне нужно 2 вот таких вот листа фольги. Почему 2? В принципе, одного тоже может хватить. Нужно обернуть основу. Для чего? Потому что сейчас мы будем ставить и готовить этот пирог, тортик, чизкейк. Будем готовить вместе с кипятком. В общем, форму оборачиваю вот так вот фольгой. Теперь смачиваю ладонь и прохожусь мокрой ладонью чуть-чуть вот так вот по бортам формы. Для чего? Объясняю. Вот так вот мне нужно поместить сюда, чтобы просто приклеилась сейчас пищевая бумага. Почему? Очень нередко, даже если вы сделаете как бы небольшое количество теста, у вас пирог может выйти. Так вот, чтобы он поднимался и выходил из своих границ, заданных ровно, то лучше ему сделать вот такую вот преграду. Это очень удобно делать из пищевой бумаги. И второй момент, чем хорошо вот эту пищевую бумагу вот так вот использовать, это когда вы будете готовый тортик вытаскивать, то он у вас край будет у тортика очень ровненький. Ножом вы его никак не повредите. И теперь аккуратно вот вливаю с середины, чтобы он распределялся равномерно. Немножко его вот так вот. Надо немножко его распределить, чтобы я вот так вот несколько раз прокручиваю, и он абсолютно ровненький становится на поверхности. И ставим в духовку. Что происходит в духовке? Итак, что я делаю в духовке? Вернее, я ничего не делаю, а пирог ставлю в духовку, наливаю кипяток. Ну, не совсем кипяток, градусов, наверное, 70, вот так, 80 у меня вода. Прям вот наливаю хорошо вот так вот, где-то, ну, чтобы миллиметра 3, вот так, 5 было на противне воды. Налила воду, закрываем духовку и 30 минут на 180 градусов вверх-вниз. Через 30 минут я уберу температуру до 150 градусов, и час еще пирог будет также стоять на 150 градусах. Ни в коем случае не открывайте дверцу. И вот через час на 150 градусов полностью выключаем духовку, ее приоткрываю, и возьмите обычный карандаш или ручку, чтобы была вот такая вот небольшая щель. И оставляем пирог еще на час, уже вот чтобы воздух выходил горячий, и он должен остывать именно в духовке, чтобы он не осел и чтобы не начал трескаться. Ну вот остыл пирог уже практически в духовке, он немножко, совсем вот еще немножко теплый, я его оставлю еще где-то на полчаса вот так на столе, а потом уже буду снимать форму. Вот он получился абсолютно ровненький. Здесь он может быть по краям немножко вот впалый, потому что из печенья я не делала борта. Когда вот делаю из печенья борта, то немножко делаю тесто другое. Как-нибудь запишу еще один вариант чизкейка, совершенно другой, на сливках. Тоже очень вкусный. Сейчас я его переложу пониже и покажу, как в разрезе. Вот такой он в разрезе. Он очень здесь нежная такая масса. Она получается не тяжелая. Очень часто в чизкейках, вот если неправильно его делать, или в запеканках, тяжелая масса из-за творога получается. Здесь получается очень мягкая и воздушная вкусная масса. Пожалуйста, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. За лайки вам всегда спасибо.